Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, что надо делать, если свиноматка не приходит в охоту после отъема поросят. Причем упорно не приходит в охоту после всех общепринятых рекомендаций. То есть свиноматку и хряком стимулировали, и кормовой стресс делали, и кормили в волю. Все зоонические параметры тоже в норме. Лампочки в сарае чистые и светят ярко. Кажется, что и придраться не к чему. А свиноматка все равно не приходит в охоту. Почему? Я вам скажу следующее, что в принципе это очень ненормальная ситуация. Если свиноматку хорошо кормить и содержать, а потом еще и провести все эти манипуляции по стимулированию охоты, которые я упомянул выше, то более 95% свиноматок все-таки должны прийти в охоту. Это проверено. Но математика тут следующая, что 95% это все равно не 100%. То есть около 5% свиноматок могут в охоту так и не прийти. Это тоже немало. И если у свиноматки клинически не проявлялись никакие акушерско-гинекологические заболевания, то скорее всего, что это напрямую связано с погрешностями в кормлении, а то и с какими-то генетическими нарушениями. Неприход свиноматки в охоту также может быть связан и с нехваткой витаминов и минералов в корме. Это влияет на фолликулогенез, то есть на образование яйцеклеток в яичниках. В большинстве случаев свиноматки не приходят в охоту из-за недостатка в рационе витамина а также пониженного гормонального фона в их организме. Что можно посоветовать в этом случае? Чтобы свиноматка быстро пришла в охоту и осеменение было успешным. Надо сделать инъекцию комплекса витаминов. Лучше, если вместе с витаминами уколоть еще какой-то тонизирующий препарат. А дня через 3 сделать инъекцию гормональных препаратов. Каких препаратов, я сейчас скажу. Тут надо помнить, что проявление охоты у свиноматки само по себе еще не является залогом успешного осеменения. Для успешного осеменения надо, чтобы у свиноматки прошла овуляция, то есть произошел выход в матку созревших яйцеклеток. Потому что можно вызвать охоту у свиноматки, но если выхода яйцеклеток не будет, то и осеменение не будет успешным. Это первое. А второе, что даже если и овуляция будет успешной, то и это еще не все. Надо, чтобы потом эмбрионы успешно прикрепились к стенке матки. Для этого существуют схемы последовательного применения тех или иных гормонов. Это достаточно сложно, растянуто во времени, да и результат не всегда предсказуем. Желательно применять такие препараты, которые бы воздействовали на все эти моменты. К таким препаратам я бы отнес препараты, которые в своем составе содержат гормоны, которые способствуют и созреванию яйцеклеток, и их последующей овуляции. И при этом, чтобы у свиноматок проходила ярко выраженная охота. Ну а после осеменения и успешного оплодотворения необходимо, чтобы эмбрионы надежно прикреплялись к стенке матки. К таким препаратам я бы отнес ПГ-600, гиставет, сергон, пигулин. Есть еще и другие препараты. Я назвал только наиболее часто используемые препараты. Названий препаратов может быть много. Дело не в этом. А главное, что в состав всех этих препаратов входит по 400 международных единиц гонадотропина сыворотки жеребых кобыл и 200 единиц хорионического гонадотропина человека. Гонадотропин сыворотки жеребых кобыл вызывает рост фолликулов яичников, а хорионический гонадотропин человека способствует овуляции и росту желтого тела. Комбинация этих гормонов нормализует половые циклы у свиней. При введении этих препаратов охота у свиноматок наступает в среднем где-то через 6 дней. Нюансы по дням надо смотреть в инструкции по каждому препарату, чтобы не ошибиться. А вообще помните, что неприход свиноматки в охоту явление достаточно редкое. И если такая ситуация повторяется, то тут уже вам решать, стоит ли дальше держать такую свиноматку. Согласно статистике, большинство свиноматок приходят в охоту через 40-45 дней после отъема поросят. Или не приходят вообще. Таких животных выбраковывают. Особенно если это касается племенных свиноматок. Вот, пожалуй, и все по этой теме. Здоровья вам и вашим свиноматкам. Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч!